Что они могут? Они могут воздействовать на реологию мокроты, улучшать ее реологические свойства, то есть помогать ей стать более эластичной и соответственно, помочь ребенку откашляться. Улучшить работу ресничного эпителия, чтобы реснички на клеточках работали еще более эффективно. Тут, опять же, реология мокроты и работа ресничного эпителия перекликаются между собой. Активировать сократительную функцию бронхов – это в основном препараты из группы растительных. Снизить возбудимость кашлевого центра и уменьшить чувствительность нервных окончаний. Вот это те самые противокашлевые препараты, вот, либо центрального действия, либо периферического действия. Еще раз повторю, что в детской практике они играют очень такую ограниченную роль. Я бы предостерегала родителей от назначения или самоназначения этих препаратов при банальных ОРЗ. Вот здесь представлена классификация этих лекарственных средств. Противокашлевые, центральные, бутамират, глауцин. И центральные – это не наркотические, и центральные наркотические, кодеин, из того, что присутствует на рынке в аптечной сети. И противокашлевые периферического действия, которые снижают чувствительность периферических рецепторов. Это препараты, которые, ну, скажем так, допустимо использовать в детской практике, но тоже все-таки после того, как доктор осмотрит малыша и посоветует вам именно эту группу препаратов. Вот отхаркивающие муколитические препараты, которые направлены на улучшение реологических свойств, на усиление откашливания кашлевого рефлекса, эти препараты, конечно, более актуальны в детской практике и должны использоваться значительно шире, чем противокашлевые, и комбинированные различные комбинации этих препаратов. Если говорить по нозологиям более точечно, вот показания к противокашлевым препаратам: сухой, частый, навязчивый кашель, приводящий к рвоте, нарушению сна, аппетита, это все-таки редкие причины все-таки в детской практике. Недопустимо одновременное назначение противокашлевых и муколитических препаратов. Мы таким образом, с одной стороны, увеличиваем продукцию, скажем, или улучшаем скольжение мокроты, и тут же будем подавлять кашлевой рефлекс, что совершенно не логично. Вот бутамират, синекот, глауцин, приноксдиазин – это периферический препарат, кодеин, то, что есть на рынке. Теперь отхаркивающие препараты резорптивного действия. Они всасываются в желудочно-кишечном тракте, выделяются слизистой оболочкой бронхов и вызывают раздражение рецепторов и разжижение слизи, при этом сильно увеличивая ее количество. Вот из плюсов мы обсудили, из минусов. Если значительно увеличивается объем мокроты, а маленький ребенок не может ее откашлять, мы можем получить обратный эффект, то есть эффект заболачивания, когда огромное количество мокроты мешает ребенку и дышать, и, в общем-то, может инфицироваться эта мокрота и развиться пневмония. Поэтому осторожно. Препараты здесь представлены: йодид натрия, калия, натрия, гидрокарбонат. И в состав комбинированных препаратов эти тоже составляющие входят. Теперь отхаркивающие препараты рефлекторного действия, их еще называют экспекторанты, секретомоторные, мукокинетики. Обычно это как раз растительные препараты. У них есть свои плюсы, они увеличивают активность мерцательного эпителия, перистальтические движения бронхил и бронхов, и, соответственно, выведение помогают, облегчают выведение мокроты из дыхательных путей. Увеличивают секрецию слизи, но не так выраженно, как первая группа, о которой мы говорили чуть выше. Некоторые из них оказывают раздражающее воздействие на рецепторы и рвотного рефлекса, и поэтому усиливают не только кашель, но и позывы на рвоту. Это надо учитывать и осторожно назначать все-таки этих препаратов. Это и алтейка та же самая, и корень солодки тоже. Поэтому дети, склонны к срыгиваниям, к каким-то уже имеющим патологию желудочно-кишечного тракта, раздражать, не всегда полезны эти рецепторы. Поэтому тут надо очень осторожно подходить к выбору отхаркивающего препарата. Минус
минусы: аспирация, сравнительно кратковременное действие, и это обусловливает довольно часто необходимость в частом их приеме. Ну, аллергические реакции, особенно у детей с полинозом, осторожно. Полиноз и аллергия на цветение. Если у вас есть указание на то, что у родителей полиноз, ребенок атопик, осторожно, осторожно, еще раз осторожно. Дальше отдельно хотелось бы остановиться на экстракте листьев плюща, поскольку в дополнение к плюсам предыдущей группы, они оказывают еще и спазмолитическое действие и слабое противомикробное. Это важно. У малышей, склонных к бронхообструктивному синдрому, это важно, и, в общем-то, на именно экстракт листьев плюща не так часты аллергические реакции. Этот препарат тоже мы должны знать. Теперь муколитики. Их особенность: они разжижают мокроту, но не увеличивают ее в объеме и не влияют на рвотный центр, не влияют на кашлевой центр, то есть помогают мокроте стать более эластичной и легче отделяться из организма. Протеолитическими ферментами на участке дома, в домашних условиях родители, в общем-то, не пользуются, и их место тяжелые бронхолегочные заболевания, хронические бронхолегочные заболевания. Поэтому эти препараты, просто знать, что они есть, вот Дарназа альфа, скажем. Препараты, которыми мы активно пользуемся, это препараты ацетилцистеина, карбоцистеина и амброксола. Ацетилцистеин, торговые названия здесь различные их представлены, оказывает тройное действие: муколитическое, антиоксидантное и даже антитоксическое действие. Это актуально при густой мокроте, часто инфицированной мокроте, когда идет бактериальная наслойка, бактериальное воспаление. Он помогает, нарушает целостность дисульфидных связей в мокроте и разжижает ее, снижает ее адгезивность. Ребенку легче откашляться. Эффект быстрый очень. Ну и тут тоже надо ребенку все-таки помогать, если ребенок маленький. Поэтому малышам, совсем маленьким детям, первых 2 лет жизни, осторожно, по показаниям. Может быть, есть вот как раз у ацетилцистеина есть местная интерназальная форма, которая утринофлуэмуцил, да, которая помогает местно разжижать содержимое в носу и, соответственно, помогать удалению густой слизи. Были такие вопросы перед вебинаром заданы, когда густая слизь, вот ребенок не откашливается, и каждое заболевание заканчивается длительным, каждый сопли, каждый ринит заканчивается затяжным кашлем. Это обосновано. Кашель – это защитный рефлекс. И если густая слизь не удаляется из носоглотки, будет кашель. Ну вот есть и некоторые минусы, скажем, повышает бронхиальную гиперреактивность этот препарат, что ограничивает его применение при, скажем, бронхиальной астме. Хотя тоже бывают исключения, есть детки, которые склонны к образованию очень густой мокроты при бронхиальной астме. Этот препарат мы тоже используем. Амброксол – это мукокинетик, и плюс повышает синтез сурфактанта. Это очень важно для детей первого года жизни, может быть, даже первых месяцев жизни. Препарат разрешен и используется активно, стимулирует секреторные железы слизистой оболочки, нормализует соотношение серозного и слизистого компонентов и повышает, улучшает скольжение мокроты. Кроме того, обладает противовоспалительным действием и слабым, более слабым, чем у ацетилцистеина, антиоксидантным действием. Препарат бромгексин, он превращается в организме в активный метаболит и, собственно говоря, работает точно так же, поэтому я на нем не буду останавливаться. Амброксол начинает работать с первых суток, а бромгексин немножечко попозже. Ну, в общем, механизм работы одинаковый. Карбоцистеин – это лизиновая соль ацетилцистеина из плюсов. Разжижает мокрот, улучшает скольжение, точнее, мокроты, разрушая дисульфидные связи мукополисахаридов мокроты, нормализует соотношение золя-геля и является мукопротектором. Это нам очень важно, когда идет хронический бронхолегочный процесс, когда нам надо поухаживать за слизистой, нормализует количество бакаловидных клеток и ресничатых клеток, что для нас также очень важно. Ну, из минусов возможные
запоры и активен только при приеме внутрь, поскольку и для ацетилцистеина, и для амброксола есть формы для ингаляционного применения. Вот для карбоцистина, к сожалению, таких форм нет пока. И вот еще есть особые показания к применению карбоцистеина. Это влажные бронхиты, синдром заболачивания бронхов, когда малыш кашляет, когда неэффективный у малыша кашель, а мокроты много. Бронхолегочные заболевания на фоне органической патологии центральной нервной системы, когда также ограничена возможность откашляться. Застойные бронхиты на фоне врожденных пороков сердца и различные хронические бронхолегочные заболевания. Ну и кроме того, заболевания носоглотки, среднего уха, придаточных пазух носа. Этим пользуются наши уважаемые врачи и помогают очищать носоглотку и пазухи с помощью приема этого замечательного препарата. Два слова о препарате фенспирида гидрохлорид, торговое название Респалоладон. Это не муколитик и даже не мукорегулятор, имейте в виду, это противовоспалительный препарат. И у него есть свое место в лечении такого симптома, как кашель. Однако, если у пациента много мокроты, и вы уверены, что именно мокрота является причиной кашля, в данной ситуации он поможет вряд ли. Но если причина в раздражении верхних дыхательных путей носоглотки, возможно, этот препарат и будет назначен доктором с большим успехом. Теперь, каким образом надо вести себя при наличии у малыша кашля? Ну, для начала, это мы говорили с вами, определиться, в чем источник, в чем причина этого кашля. Да? Нет ли там аспирации инородного тела, либо постоянной аспирации, микроаспирации пищи, когда кашель возникает после еды, особенно после приема жидкой пищи. Затем, если мы все-таки вот уже поняли, что кашель надо лечить и связан все-таки с патологией какой-то бронхолегочной системы. Малопродуктивный, не нарушающий сон, аппетит, будем назначать отхаркивающие препараты, растительные препараты или муколитики. Либо в комбинации, либо как-то один за другим, преемственность соблюдая, однако вот эти группы препаратов. И если у пациента густая, вязкая, плохо отходящая мокрота, тут препараты только одной группы будут хорошо и грамотно работать, это муколитики. Дальше уже мы думаем, какой эффект из них нам больше необходим. Антиоксидант, если это бактериальное воспаление, либо мукокинетик, либо мукорегулятор, либо мукопротектор. Да? Если же сухой, навязчивый, болезненный кашель, совершенно без мокроты, и мы уверены, что, в общем-то, мокроты в дыхательных путях у ребенка нет, тогда назначаются противокашлевые препараты. Я вас призываю все-таки самостоятельно эти препараты малышам, особенно первых лет,